Максимальная выходная мощность 240 Вт в однопортовом режиме, 5 портов быстрой зарядки, удобный экран с отображением мощности всех разъемов по отдельности или в сумме, сенсорная кнопка, поддержка протокола Power Delivery версии 3.1, поддержка управления через фирменное приложение и, как вы уже поняли, это только малая часть того, о чем нам заявляет сам производитель в рекламе к зарядному устройству под названием Baseus 240W Digital Gun. Но как на самом деле дела обстоят у данной модели, я сейчас вам, разумеется, расскажу. Распаковка. Поставляется эта модель в стандартной для Baseus коробке, а именно плотная коробка в желто-белых тонах. На упаковке есть название, изображение и краткие характеристики модели. В комплекте мы имеем краткое руководство, фирменные наклейки, зарядное устройство с довольно длинным кабелем питания и евровилкой, он, к слову, несъемный, на вход 110-220 вольт от 50 до 60 Гц, 3,5 ампера максимум. Далее есть кабель DC с 5,5 мм на 5,5 мм с поддержкой 240 Вт длиной в 100 см. Адаптер DC 5,5 мм на 4,5 мм. Адаптер DC с 5,5 мм на так называемый квадратный штекер. Два адаптера имеют длину в 20 см. Последний кабель это 240 Вт с Type-C на Type-C длиной 100 см. Кабельное хозяйство хорошего качества, но я бы не сказал, что оно прям топовое. Вес устройства 621 грамм, а габариты 42 на 67 на 69 миллиметров. Не громадный, но увесистый. 7 обзоров в неделю выгружаю, плюс ежемесячно разыгрываю по смартфону. На данный момент это Poco X6 Pro, уже два смартфона мы разыграли. Кстати, Poco F6 Pro еще разыгрывается, условия в стриме, посвященном презентации новых продуктов Poco. Для участия в обычном розыгрыше Poco X6 Pro ежемесячном вам достаточно оставить любой комментарий, осмысленный больше 5 слов, и либо в комментарии, либо в описании своего канала указать свое имя в телеге. Плюс подписаться на канал с колоколом и подписаться на телегу скидок. Приходить на стримы не обязательно, если вы победите, я вам напишу. Перейдем же к зарядке. В продаже есть две версии, это с евровилкой и китайской вилкой. По расцветкам доступна только единственная черная расцветка. Дизайн зарядного устройства минималистичный, без каких-либо подсветок, прозрачных вставок или чего-то подобного. Несмотря на это, выглядит оно хорошо. Корпус выполнен из прочного матового пластика, он не особо маркий и тактильно приятный. Из-за габаритов его можно без проблем брать с собой куда угодно. Но в случае, если его использовать на рабочем месте, то он хорошо экономит место, так как его хватит для зарядки большинства устройств. На корпусе расположили 5 разъемов, надпись Baseus, антискользящую вставку с информацией о разъемах, а также дисплей с сенсорной кнопкой. Дисплей яркий и информативный, на нем отображается каждый разъем и мощность в реальном времени, а также общая мощность. Сенсорной кнопкой можно полностью выключить экран и само зарядное устройство, или можно выключить информацию о мощности, при этом сенсорная область останется с подсветкой, и зарядка будет работать. Но на этом все. Больше функционала как такового и нет, так что будем считать, что это просто маркетинг. Также производитель заявляет, что данную модель можно подключать к приложению Baseus. Да, кстати, так оно и есть. В приложении можно создать обратный отчет, остановить работу зарядки, просматривать общую мощность и температуру. В настройках есть функция блокировки от детей, которая блокирует сенсорную область. Во вкладке с портами можно включить-выключить каждый разъем по отдельности, создать обратный отчет для каждого разъема, а также включить режим приоритета и посмотреть график мощности и температуры. Но, как по мне, график реализован плохо, так как информация на нем отображается только за пару секунд. Посмотреть средние, максимальные и минимальные значения возможности нет. В целом это удобно, что данная модель подключается к приложению и через него можно настроить подобные функции, но как показывает практика, многие подобным заниматься не будут. Далее на борту расположили 3 Type-C разъема, и каждый из них может выдавать максимум 140 Вт. Разъем USB-A выдает 30 Вт, а 240 Вт мы получаем при использовании DC разъема. Но 240 Вт будут только если заряжать одно устройство. В случае, если заряжать несколько устройств, разумеется, мощность будет распределяться. Распределение мощности при использовании нескольких разъемов одновременно вы можете наблюдать на экране. Если говорить о зарядке, используя все разъемы, то по мощности мы будем иметь 140 Вт на DC, 45 на Type-C 1, по 18 Вт на остальные два Type-C порта и 18 Вт на USB-A. Отлично, что данная модель поддерживает протокол быстрой зарядки Power Delivery версии 3.1. Также есть поддержка протоколов Samsung AFC, Huawei FCP, SCP, BC версии 2.1, DCP, Quick Charge версии 2.0, 3.0, 4.0, 4.0+, и 5.0. Система охлаждения имеет трехслойную технологию, отрабатывает она хорошо. Зарядное устройство совместимо с большим количеством устройств, но хотел бы отметить, что протоколов VOOC нет, да и Apple протоколов я не обнаружил. Система безопасности использует 9 стандартов, а именно защита от перенапряжения, защита от перегрузки потоку, защита от перегрузки, от перегрева, от короткого замыкания, электростатическая защита, защита от понижения напряжения, от помех, плюс корпус данной модели огнестойкий, но это проверить
смотреть я не могу, не хочу, не буду, я его хочу оставить. Перейдем к тестам. По тестам Apple MacBook Pro на 13 дюймов 2020 года M1 через USB-C порт заряжался от 0 до 60% за 45 минут, от 0 до 80 за 1 час 15 минут, от 0 до 100 за 1 час 45 минут. В начале была мощность 55 Вт, а в среднем держалась около 35-40 Вт. Apple iPhone 15 Pro заряжался от 0 до 40% за 30 минут, от 0 до 80 за 1 час 10 минут, максимальная мощность у него была 20 Вт, а в среднем было 10-15 Вт. Смартфон OnePlus 10T зарядился от 0 до 80% за 1 час, от 0 до сотки за 1 час 30 минут. Максимальная мощность была 16 Вт с просадками до 10 Вт. Планшет Redmi Pad Harry Potter Edition от 0 до 55% зарядился за 1 час 10 минут, от 0 до сотки за 2 часа 15 минут со средней мощностью в 15 Вт. После зарядок в однопортовом режиме температура зарядного устройства поднималась максимум до 45 градусов. Минусы: экран показывает не совсем точную мощность, мягко скажем, нет мешочка или чехла для транспортировки. За подобную стоимость можно было бы и второй кабель Type-C положить откровенно и получше. Нет возможности выставить порядок зарядки, можно только включить приоритет. Нет функции автоматического выключения дисплея в ночное время, бесполезные графики в приложении. Также к минусам отнесу то, что встречается брак, к примеру, у некоторых пользователей перестают работать разъемы. Последний минус — это цена. Опять же, не во время распродаж, она прям жуткая. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Резюмирую: Baseus 240 Вт Digital Gun — удобное устройство для быстрой зарядки разных устройств. Плюс за приложение с довольно детальной настройкой, хорошую систему охлаждения, качество сборки и за стабильность подачи мощности. Но хотел бы отметить, что данное устройство нужно брать с запасом. Если поточнее, то оно не подходит для устройств, которым требуется 230-240 Вт, к примеру, игровых ноутбуков. В этом случае оно работает на пределе и выключается. Подписывайтесь на канал с колоколом. Огромное спасибо за просмотр. От меня девайс сюда. Добра и удачи вам, дорогие друзья.